Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь я рассказываю о программировании, изучаем Python, а также решаем задачи для подготовки к собеседованию. Сегодня я хочу поговорить об алгоритмах. Этим видео я начну серию видео о наиболее популярных алгоритмах программирования. Итак, начнем. Для начала стоит определиться, что же такое алгоритм. Алгоритм — это не обязательно что-то связанное с программированием. Например, в реальной жизни тоже приготовление пищи — это своего рода алгоритм. То есть в данном случае алгоритм — это какой-то порядок действий, который приводит в итоге к решению определенной задачи. Например, в случае рецепта порядок действий — это тот порядок, в котором надо приготовить продукты. Результатом же является готовое блюдо. В случае рецепта исполнителем алгоритма является человек. Мы же будем говорить исключительно о компьютерных алгоритмах, используемых в программировании. Притом интересная деталь, что алгоритм — это не только какие-то высокоэффективные способы решения определенных задач, которые были изобретены на кафедрах институтов. На самом деле любое решение задачи, которое приводит в конечном счете к правильному результату, является алгоритмом. И важной деталью является то, насколько этот алгоритм эффективный и как быстро получится решить задачу. Чтобы оценить быстроту выполнения кода, есть несколько способов. Один из способов — это просто измерить скорость выполнения кода на каких-то одинаковых данных. Но в этом случае есть проблема. То, что программа, выполнена на разных компьютерах, будет выполняться с разной скоростью, так как разные компьютеры обладают разной вычислительной мощностью, имеют разные процессоры и другое оборудование. Поэтому для изучения сложности алгоритмов и скорости их выполнения придумали такое понятие, как алгоритмическая сложность. Это такая зависимость количества операций в зависимости от размера входных данных. То есть, например, если у нас задача по обработке строки, то это зависимость количества операций от длины входной строки. В случае же со списками это также зависимость количества операций в зависимости от длины списка. Есть несколько классов сложности алгоритмов. Рассмотрим их на конкретных примерах. Также давайте определимся, как считать количество операций. Итак, начнем. Открываем IDE. В моем случае это PyCharm, и все примеры будут на Python. Для объяснения примеров будем использовать тестовую функцию, так назовем fun, которая будет принимать на вход какой-то список, пусть будет A. Пока без конкретной реализации, и будем вызывать этот список, вызывать эту функцию. Так, и какой-то тестовый список. В данном случае это не имеет значения, так как это для наглядности. То есть у нас есть функция, в которой есть один параметр, это список, в котором есть n элементов. Притом это n элементов может быть разные. В нашем случае n равно 8. Вычислительная сложность алгоритма — это такое соотношение количества входных и выходных данных, которое приводит к решению задачи. То есть, допустим, будем рассматривать сложность функции fun. Алгоритмическая сложность пишется как большая буква О, а в скобках множитель, от чего она зависит. Есть несколько вариантов, какое это может быть число. Например, это может быть 1. 1 это не означает, что это ровно одна операция. 1 это значит, что это какое-то количество счетных операций.
То есть, например, если мы для списка возвращаем, допустим, нулевой элемент. То есть наша функция выполняет всего одну операцию. То есть возвращает элемент. То есть может быть это сумма, например, нулевого и первого элемента. В данном случае нам требуется 3 операции, то есть это 2 доступа к элементу по индексу, а также сумма этих двух элементов, то есть 3 операции. Но при том мы не пишем O от 3, то есть мы округляем это до ближайшего принятого класса сложности. То есть первый класс сложности, это от единицы. Примеры таких классов, например, это простое вычисление любое, то есть может быть умножение, сложение, какая-то простая функция. Также доступ к индексу, притом этот доступ к индексу может быть не только для списков, но и для словарей, что является довольно популярным, так как в случае словаря его особенность, то, что мы можем обратиться к элементу по его ключу, является большим плюсом, и во многих алгоритмах это значительно ускоряет выполнение работы. То есть первый класс сложности это от 1, когда функция выполняет какую-то простую работу, то есть какое-то счетное количество простых операций. И это количество простых операций никак не зависит от размера входных данных. То есть в нашем случае это может быть не 8 элементов, а миллион. И в любом случае сумма первых двух элементов требует 3 операции, независимо от числа входных данных. То есть наша задача именно определить зависимость, то есть не конечное число операций, а то, как рост входных данных влияет на количество операций. То есть, к примеру, любое, то есть мы выбираем, получается, для n равно 3, то есть 3 элемента, у нас 3 операции. При этом для n равно 8 у нас по-прежнему 3 операции. Это самый простой, быстрый способ и алгоритм. То есть если у нас какая-то задача решается за линейное время, то есть это даже не линейное время, это время за счетное количество операций, и которое не зависит от размера входных данных, то такое решение самое быстрое. Это первый класс сложности. Второй класс сложности – это когда для решения задачи требуется сделать какие-то манипуляции, например, со всем списком. Такой класс сложности называется O от n. То есть при увеличении размера входных данных, например, с 10 до миллиона элементов, нам потребуется количество операций также увеличить пропорционально. Притом это не значит, что мы должны выполнить ровно миллион операций. Это может быть и 2, и 3, то есть любое значение, но оно пропорционально увеличению входных данных. Типичный пример может быть какой-то проход по массиву. То есть, например, у нас может быть задача найти среднее значение всех элементов. То есть, например, что для этого нам нужно сделать? Нам нужно посчитать сумму всех элементов и разделить на их количество. То есть количество мы определим как n, это равно результату функции len, то есть длина списка. Для нахождения же суммы, например, то будет переменной total, и дальше в цикле
Проходим по всем элементам и увеличиваем значение переменной total. В результате возвращаем соотношение total на n. То есть давайте выведем сразу для наглядности. Так, соответственно, мы получили, что среднее значение это 5,25. При этом мы видим, что чтобы решить эту задачу, нам потребуется сначала получить количество элементов. Это одна операция. Присвоить 0 переменной total. Еще одна операция. То есть две операции. Далее в цикле нам надо пройтись по всем элементам. То есть это еще n операций. И в конце еще одна операция. Это разделить total на n. То есть если написать в целом, то у нас получается одна операция это количество элементов, плюс одна операция это инициализация total, плюс n операций в цикле, еще плюс одна операция деления. То есть у нас получается, что это n плюс 3. В таком случае убираем все части выражения, которые менее значимые, чем самый значимый элемент. То есть в данном случае самый значимый это n. Как это определить? То есть, например, если у нас n стремится к какому-то большому числу, например, миллион, то видим, что число 3 по сравнению с миллионом незначительное. Поэтому в данном случае можно пренебречь и считается, что это сложность алгоритма n. Притом интересно, что количество вот таких циклов, то есть признаком вот сложности O от n, эта сложность также называется линейная, является наличие одного цикла по всем элементам. Притом мы можем выполнить цикл несколько раз. То есть, допустим, если у нас даже выполнено 3 раза 3 цикла, и у нас есть какая-то логика в 3 разных циклах. То есть фактически у нас есть сложность 3n. Но при этом эта сложность также в целом пропорциональна n, то есть при увеличении количества элементов до миллиона нам потребуется примерно 3 миллиона операций. То есть даже в этом случае считается, что это сложность O от n. Следующий класс сложности алгоритма это O от n квадрат. Умножить на n. Эта сложность характерна для алгоритмов, в которых есть два вложенных цикла. То есть, например, это может быть какой-то алгоритм сортировки. К примеру, самый простейший и неэффективный алгоритм сортировки – это пузырьковая сортировка. Ее сложность как раз-таки n квадрат, так как для такой сортировки нужно использовать два вложенных цикла, в каждом из которых проходим по всем элементам массива. То есть давайте попробуем быстренько это реализовать. Это видео не про то, как работает пузырьковая сортировка, поэтому пример просто для наглядности. То есть первый цикл это и от 0 до длины массива минус 1. Внутренний цикл от и плюс 1 до длины массива. И дальше сравниваем попарно элементы. То есть если L ит меньше, чем L j, то меняем их местами.
Так, менять местами можно в одну строчку таким образом. Так, и в результате возвращаем L. Так, сразу же можно попробовать посмотреть результат. Что-то пошло не так. Потому что я неправильно поменял местами. То есть EJ равно L от J и L от E. Выполняем. Так, и видим, что мы отсортировали наш массив по убыванию. Если посмотреть на сам алгоритм, то видно, что на два вложенных цикла, которые проходят практически по всему списку. И, соответственно, чтобы получить решение, в худшем случае нам надо сделать n квадрат операций. То есть для массива в миллион элементов, то есть это 10 в 6, нам нужно сделать 10 в 12 степени операций. То есть это очень много, и считается, и на практике является то, что такие алгоритмы довольно-таки неэффективные. Но в ряде случаев по-другому решить не получается. Такой алгоритм называется квадратичный. То есть это такой алгоритм, для решения которого нужно n квадрат операций. При этом, если этот алгоритм требует еще какую-то операцию после, например, пропорциональную длине массива, то есть какие-то действия внутри. В таком случае сложность равна n квадрат плюс n, так как мы еще раз проходим по всему списку. В данном случае тоже можно отбросить все части выражения, которые менее значимы и меньше влияют на итоговый результат. То есть если мы пробуем какое-нибудь произвольное значение n, то квадрат от n значительно больше, чем просто n. То есть, например, даже при n равно 10, то 10 в квадрате это 100, при том, что просто n это 10. Поэтому наименее значимую часть можно отбросить. Следующий класс логарифмов это O log n. Это алгоритмы, у которых количество операций равно двоичному логарифму от n. Какие-то алгоритмы, какие-то операции. Обычно это операции, в которых при решении требуется на каждом этапе делить входные данные пополам. Типичным примером является бинарный поиск. То есть, к примеру, попробуем быстренько реализовать. У нас есть какой-то... Так. Допустим, нам надо найти какой-то элемент. Напишем внутри функции, например, элемент 7. То есть нам надо найти 7 в этом списке. Если мы просто пройдемся по всем элементам и будем сравнивать каждый элемент, например, таким образом. Так, if i равно a, допустим, возвращаем. Так. Допустим, нам нужен индекс, поэтому воспользуемся функцией enumerate, которая возвращает индекс и элемент. То есть если элемент равен a, то возвращаем индекс. Если ничего не найдено, возвращаем минус 1. Если мы выполним такую программу, то мы получаем результат. То есть действительно число 7 находится на
этой позиции. Но если посмотреть на алгоритм, этот алгоритм пропорционален длине входного списка. То есть его сложность равна O от n. Есть более быстрый способ, как это решить за сложность O от логарифма от n. Этот способ является бинарный поиск. Опять же, тут не буду подробно рассказывать, как он работает. То есть для бинарного поиска задается правая и левая граница. То есть это нулевой элемент и последний элемент списка. Далее в цикле, пока левая и правая границы, пока левая граница меньше или равна правой, берем средний элемент, это левый плюс правый, деленный нацело пополам. И если элемент по индексу m равен нашему искомому элементу, то его возвращаем. Так, нам надо вернуть индекс, поэтому возвращаем m. Далее, если наш элемент меньше, чем a, то в данном случае обновляем правую границу. Иначе обновляем левую границу. Так. Правая граница m минус 1, а левая m плюс 1, так как m мы уже проверили. Пробуем решить. Так. Получили ошибку. Смотрим, что не так. Мы не можем использовать L, так как у нас так называется список. Так. Назовем left и right. Заменим там, где мы использовали left, и R заменим на right. Так. Выполняем еще раз. Так. Что у нас? Левый меньше правого. Так, неправильно. Тут надо условие наоборот. Так, получили тот же ответ, как и при линейном поиске. Но в данном случае мы видим, что мы на каждом этапе, то есть внутри цикла while, у нас есть границы нашего диапазона left and right, и мы на каждом этапе делим этот диапазон пополам. То есть таким образом получаем индекс m. И если у нас наш ответ не равен m, то в данном случае мы обновляем одну из границ, и, соответственно, задача уменьшается ровно пополам. Соответственно, в случае сложности алгоритма пропорциональная логарифму, например, для списка 100 элементов логарифм будет равен всего лишь 10. То есть такое решение в среднем в 10 раз эффективнее, чем линейное, и гораздо эффективнее, чем квадратичное. Еще один пример распространенной сложности алгоритма. Это O от n log n. Типичным примером являются некоторые более эффективные алгоритмы сортировки списков,
например, быстрая сортировка. В этом видео не буду показывать сам алгоритм, но даже если так, то есть если даже используем функцию Python для сортировки, то есть возвращаем. Так, то есть получаем массив по возрастанию, и даже встроенная функция внутри Python это не быстрая сортировка. В Python используется так называемый team sort, то есть это смесь двух алгоритмов. Это сортировка слиянием и выборкой. Но встроенный алгоритм сортировки имеет также сложность n log n. Для сортировки такая сложность считается эффективной. Еще один пример уже чуть менее, так скажем, популярный. Это 2 в степени n. Один из примеров алгоритмов с такой сложностью, это, например, получение последовательности Фибоначчи с помощью рекурсии. Тут для начала вспомним, что такое последовательность чисел Фибоначчи. То есть такие числа, сумма которых для первых двух элементов это единица, а далее последующие элементы это сумма двух предыдущих. То есть третий элемент это 2, четвертый элемент 3, пятый элемент 5 и так далее. То есть если попробовать написать самую простейшую функцию fib от n, то достаточно очевидным является попытка написать эту функцию с помощью рекурсии. Для этого по условию пишем, что если n меньше или равно 1, возвращаем 1. Иначе возвращаем n. Возвращаем fib от n минус 1 плюс fib от n минус 2. То есть и вызывается вот каким-то таким способом. То есть передаем какое-то число. 10. Выполняем. Получаем ответ. Такое решение имеет очень быстрый рост, так как мы видим, что на каждом этапе задача распадается на 2. И, соответственно, решение представляет собой дерево, при котором каждый слой увеличится на 2. Соответственно, итоговая сложность равна 2 в степени n. То есть для 10 элементов сложность равна 1024. То есть 1024 операции, чтобы найти Фибоначчи для всего лишь числа 10. Это чрезвычайно неэффективно. Стоит избегать таких алгоритмов и находить более эффективные решения. Еще один пример алгоритма с очень плохим показателем – это n-факториал. Одним из примеров алгоритма с такой сложностью является вычисление факториала также с помощью рекурсии. Опять же, напоминая, что такое факториал. То есть факториал нуля равен единице, а дальше факториал каждого числа равен, то есть, например, n факториал равен n умножить на
факториал, так, n-1 факториал. То есть задача описывается также рекурсивно и чем-то похожа на числа Фибоначчи. То есть если n равно нулю, то возвращаем единицу, иначе возвращаем n умножить на факториал n-1. И, допустим, также вычисляем факториал 10. Так, если n равно 10. Так. Получили какой-то ответ. Тут же видим, что для получения такого результата нам нужно сделать n факториал действий. Так, это все базовые примеры типичных алгоритмов. Еще раз повторим, какие есть типичные примеры. От одного типичный пример являются различные словари. То есть поиск по индексу в списке, поиск по ключу в словаре и какое-то простое вычисление, например, сложение двух чисел. У них алгоритм, у них сложность от 1. Следующий от n. Тут есть разные применения. Обычно это прохождение одного цикла, зависимого количество элементов которого пропорционально количеству входных элементов. Например, это может быть линейный поиск элемента, различные значения средние, медианные и так далее. То есть какие-то вычисления пропорциональны элементам списка. То есть типичный пример — линейный поиск. Далее n квадрат. Типичный пример — это может быть вложенные циклы, например, пузырьковая сортировка, а также различные алгоритмы, где надо пройтись вложенными циклами по всем элементам. Третий пример — это логарифм n. Тут типичный пример — это двоичный поиск, а также все алгоритмы, в которых на каждом шаге количество входных данных уменьшается пополам. Третий пример — это n log n. Обычно и типично это сортировки. То есть большинство эффективных алгоритмов сортировки, в том числе встроенные в языки, имеют сложность n log n. 2 в степени n — это уже достаточно редко. Это такие алгоритмы, у которых зачастую это, практически всегда это рекурсивные алгоритмы, в которых на каждом шаге вызывается 2 раза рекурсивная функция. И алгоритм n факториал — это такие алгоритмы, у которых на каждом шаге вызывается рекурсивно та же функция, но с количеством элементов уменьшенным на единицу. В дальнейших видео я расскажу подробно про основные алгоритмы, такие как поиск, сортировки, различные операции с графами и так далее, где наглядно посмотрим на то, какие они имеют сложность алгоритмов, также на детали реализации. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.